Всем привет! Давайте разберемся с присадочными прутками, какие и для чего нужны. Начнем с алюминиевых сплавов, собственно, потому что это самая востребованная тема. Основные марки сварочных прутков для алюминиевых сплавов это 4043 и 5356. 4043 легирован кремнием, используется на блоках ДВС, рамах, разнообразных трубках, также на большей части литых дисков. Говоря грубо, применяется при сварке большинства литых изделий. 53-56 легирован магнием, используется для сварки профиля и металлоконструкции сплава группы алюминий-магний. Также хорошо себя показывает на большинстве другого проката и профиля. 53-56 дает более жесткий и прочный шов, а 40-43 более мягкий и эластичный. Некоторые сварщики предпочитают использовать исключительно 53-56, так как он дает более прочный шов. Но это, по-моему, неправильно. В некоторых ситуациях эластичность играет лучше, чем жесткость. К примеру, там, где шов из 53-56 при сильном ударе лопнет, шов 40-43 просто немного деформируется и отыграет удар. То есть нужно выбирать присадочный продукт, исходя из задач и свариваемого материала, а не просто тот, который дает большую прочность. 40-43 и 53-56 в принципе перекроют 90% задач по сварке алюминиевых сплавов, но можно расширить ассортимент и докупить следующие присадочные прутки. 40-47 для литых изделий, но с большим содержанием кремния. 51-83 применяется в пищевой промышленности и судостроении, а также при сварке конструкций, контактирующих с морской водой. 55-56 обеспечивает очень прочный шов, используется при сварке высокопрочных конструкций, контактирующих с морской водой. Ну и для сварки чистого алюминия хорошо подойдет сварочный пруток марки 1070. Если вы занимаетесь ремонтной сваркой, то попробуйте найти маркировку сплава на детали. Если маркировка есть, то выбирайте пруток в соответствии со сплавом. Если изготавливаете какое-то изделие из профиля или листового алюминия, то, соответственно, лучше выбирать присадочный пруток, исходя из сплава свариваемого материала. У ESAP есть отличный каталог, по которому можно уточнить совместимость сварочных материалов. Ссылку на него я оставлю в описании. Если вдруг ссылка не будет работать, просто забейте в Гугле или Яндексе каталог сварочных материалов ESAP. В принципе, там достаточно много этих ссылок, и, думаю, найдете. Конечно, не всегда можно определить марку или состав сплава свариваемого изделия. Поэтому в случаях, когда состав неизвестен, можно применять вот такой вот метод. Кладете шов 1-2 см и даете ему полностью остыть. Если шов не треснул, то присадка подходит. Соответственно, если шов треснул, то подбирайте дальше присадку методом перебора. Также не забывайте, что далеко не все сплавы свариваются. Аргонно-дуговая сварка может, конечно, многое, но возможности ее все-таки ограничены. Едем дальше. Черная сталь. Самый распространенный пруток для сварки черной стали – это 70S6. Немного не в тему, но большинство проблем при сварке черной стали возникает не из-за материала и присадки, а из-за плохой подготовки деталей перед сваркой. Для аргонно-дуговой сварки черную сталь нужно очень хорошо готовить, зачищать до металлического блеска, чтобы не было ржавчины и грязи. Если будет ржавчина, то упоры будут с гарантией 100%. Если речь идет не о сварке магазинного профиля или листа, а о более серьезных задачах, то присадочный пруток подбирать лучше по каталогу и в соответствии со свариваемым материалом. Нержавеющая сталь. Общее правило для нержавейки – присадочный пруток должен быть на марку выше, чем свариваемый материал. К примеру, для сварки изделий из 304 нержавейки используется 308 пруток. Это делается для того, чтобы компенсировать выгорающие во время сварки легирующие элементы. В принципе, для большинства ситуаций вполне достаточно прутка марки 308L. Но как и с другими материалами, лучше знать, что свариваешь, и подбирать присадочный пруток в соответствии с этим. Магний крайне редко в рознице попадается, поэтому обычно берется не из расчета, что лучше, а из того, что доступно в продаже. На Авито продают МА-2.1 диаметром 4 мм, но в работе использовать такой диаметр обычно не очень удобно. Можно, в принципе, поискать АЗ-61 диаметром 2 или 2,4 мм, но встречаются в продаже они крайне редко. Для сварки чугуна используются присадочные прутки с высоким содержанием никеля, к примеру, никель-хром-3 или российский панч-11, а также медные прутки КУСИ-3, к примеру. Также прутки на основе никеля и меди хорошо показываются при сварке разнородных металлов. Диаметр прутка подбирается из расчета плюс-минус 50% от толщины свариваемого материала. То есть, к примеру, если работаем с 2-мм листом, то можем использовать пруток диаметром 1,6, 2 мм или 2,4 мм. Материал толще 4 мм сваривается в несколько проходов. Поэтому, если речь идет о какой-то небольшой мастерской или для гаражного использования, то прутки диаметром толще, чем 3,2 мм можно и не брать.
Подведем итоги. Для начала берем прутки для алюминия 40-43 и 53-56 диаметрами 1,6, 2,4 и 3,2 мм. Если планируется работать с тонкими трубками, то в дополнение к этому можно взять проволоки 40-43 диаметром 1 или 1,2 мм. Для черной стали 70 S6 диаметрами 1,6, 2,4, 3,2 мм. Для нержавеющей стали 308L диаметром 2 мм. Для магния чугуна, тут уже по желанию, я бы не рекомендовал сразу покупать, так как прутки достаточно дорогие и по факту мало востребованные. По желанию и возможностям ассортимент марок и диаметров, конечно, можно расширить. В целом не советую пачками сразу покупать, лучше для начала навес небольшим количеством взять и потом уже докупаться по мере того, как возникнет понимание, какие прутки востребованы конкретно у вас в работе. Повторюсь, присадочный пруток лучше подбирать в соответствии со свариваемым материалом. Если не знаете марку материала, то там уже подбирайте перебором. Если у вас остались какие-либо вопросы, то задавайте их в комментариях. Если видео понравилось, то ставьте палец вверх. Если еще не подписаны на мой канал, то подпишитесь. Спасибо за просмотр.